Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на интересующие вас вопросы, помощь в решении задач, в достижении целей. Также есть все инструменты для улучшения жизни, для избавления от негатива и впитывания позитива. Ну и эти же инструменты есть для исполнения желаний. Все, конечно же, в ваших руках. Все, что с вами происходит, было притянуто вами. Нравится вам это или нет? Вот хорошие новости во всем этом – это то, что в ваших силах все изменить. Вы можете изменить вашу жизнь, изменив ваши мысли, ну и, соответственно, эмоции и действия. Прежде всего, я всегда говорю, начинать надо с себя. Не меняться, а учиться прежде всего любить себя, доверять себе, верить себе. И, соответственно, ваше отношение к людям будет меняться. Вы будете излучать вот эту любовь, доверие и веру. И будете притягивать к себе людей, которые будут вам доверять и любить вас, и которых вы будете любить, и вы будете им доверять. Это один из примеров, как можно изменить свою жизнь. Ну а так, выбор ваш, это же ваша жизнь. Сегодня хочу посмотреть для вас перспектива успеха, и расскажет сегодня нам Таро Иллюминатов об этом. Перспектива успеха в каком-то задуманном деле, в каком-то вопросе, в какой-то задаче. У каждого из вас это что-то свое. Поэтому сосредоточьтесь, конечно же, на себе, любимых. Может быть, задайте вопрос или подумайте о ситуации, которая вас волнует. Ну и, конечно же, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Сделайте вашей улыбкой ауру и энергию высоких вибраций и, соответственно, меняйте свою жизнь при помощи улыбки. Улыбка тоже может изменить жизнь. Ну что, давайте мы посмотрим, какие перспективы успеха в задуманном и, соответственно, что посоветуют карты сделать для достижения вот этого успеха. Могу сказать, что на сегодняшний день перспективы успеха в задуманном вами деле не очень высоки. Почему? У вас нет достаточно информации для решения задачи, для ответа на вопрос, который вас интересует. Именно вы не нашли достаточно информации и не дали человеку или поисковику достаточно информации для того, чтобы получить нужные вам ответы. На сегодняшний день от вас еще многое скрыто, и, соответственно, на сегодняшний день, мы говорим именно сегодня, перспектива не так высока для решения, для достижения. Давайте посмотрим, что же нам карты подскажут дальше, и уже будем идти по тому, что нам будут советовать карты. Вот карты, знаете, вы еще очень сильно переживаете. Почему? Вот нет достаточной информации. Многие из вас, знаете, на сегодняшний день, как слепые котята, не знаете, куда двигаться для того, чтобы решить интересующую вас задачу, проблему или найти ответ на вопрос. Это все одно и то же, ведь посыл-то один и тот же. Вам нужна информация для решения. И вы вместо того, чтобы действительно проанализировать и спокойно ждать, или спокойно искать еще, или спокойно обмениваться какими-то энергиями с кем-то. Энергиями — это вопросами с кем-то для
получения вы очень сильно переживаете. Кстати, если у кого-то интересуют межличностные отношения, вы чего-то не знаете и очень зря ревнуете. Нет у вас достаточно фактов и информации для ревности. И это может быть как для мальчиков, так и для девочек. Так вот, подумайте о том, я в начале каждого видео говорю, что наши мысли, эмоции и действия притягивают к нам именно ту энергию, то, о чем мы думаем. Поэтому с ревностью, раздражением, злобой будьте осторожны. По той простой причине, что если вы будете на этом концентрироваться и искать это, вы это найдете со временем. Вы это сами притянете. Поэтому на сегодняшний день у вас нет достаточно фактов для того, чтобы ревновать. И, соответственно, старайтесь анализировать прежде всего свое отношение к человеку, которого вы ревнуете, и менять именно отношение к человеку. Не менять человека, а менять свое отношение к человеку. И прежде всего надо убрать ревность. Вот эту ситуацию я увидела очень-очень ярко. Ну и, конечно, ярко увидела ситуацию, где вы задали вопрос, поставили цель, но у вас нет достаточно информации для того, чтобы двигаться к достижению цели, и, соответственно, вы вместо того, чтобы больше приложить усилий и поиска, вы нервничаете, потому что не получилось все сразу и вчера. Не всегда получается. Да, бывает, что получается. Но именно в данной ситуации, в данном раскладе не получится все сразу и вчера. Все-таки надо будет больше работать и, конечно же, меньше ждать. Не ждите результата, работайте на результат, но не ждите его. Все равно результат, вот всегда, даже желания исполняются неожиданно. И с самой неожиданной стороны приходят решения и исполнение наших желаний. Ведь я как поняла, что вы здесь сделали себе какой-то определенный план и сценарий. И вы хотите, чтобы только по этому сценарию все происходило. Но, к сожалению, особенно не владея достаточным количеством информации, вы не можете идти по тому сценарию, который вы выбрали. Ведь сценарий выбираем не мы. Мы выбираем посыл, и мы выбираем определенный результат, которого мы хотим достичь. А потом доверяемся пространству вариантов, чтобы оно выдало нам самый лучший, самый позитивный и самый легкий сценарий. Только так оно срабатывает легко и быстро. Ну, давайте еще посмотрим, что же сделать для успеха. Ну и открыться успеху. Для того, чтобы успех ваш пришел, для того, чтобы все решилось, для того, чтобы все было так, как вы хотите, вам все-таки надо открыться этому. Вы должны поверить, если вы все-таки хотите достичь, поверьте, что цель достижима. Без вашей веры, без вашего принятия ничего не произойдет. Вот именно третья карта, мы спросили перспектива успеха и что же сделать для успеха. Открыться успеху, поверить, что вы можете достичь успеха. По крайней мере сейчас я же вам сказала в начале видео, подумайте о вопросе, о цели, об определенной ситуации. И мы сейчас рассматриваем какую-то одну определенную ситуацию, о которой вы подумали, которую вы загадали. И, соответственно, ваше состояние, ваше принятие очень важно, ваша вера
в то, что это возможно. И потому, что я здесь вижу, от других людей не зависит успех, достижение и ответ. Все зависит от вас. Единственное, что вы можете задействовать других людей для того, чтобы получить нужную вам информацию или получить помощь в выполнении задания, если вы о таковом подумали. Вот такие перспективы.